Авторы честных трейлеров попросили настоящего врача рассказать, что на самом деле происходит с героями ваших любимых боевиков. Сегодняшний пациент — Джон Маклейн. Добро пожаловать на вечеринку, приятель! Ушиб бедра с возможным переломом шейки. Сотрясение. Возможен перелом черепа и внутричерепное кровоизлияние. Перелом с вывихом головки плеча. Задний билатеральный перелом ребер. Гематома яичек и переломы пальцев. Джон Маклейн мертв. Уже закурил, партнер. Ранние стадии хронической непроходимости дыхательных путей. Ожоги третьей степени, разрыв барабанных перепонок, ожоги дыхательных путей. Джон Маклейн мертв. Инородные тела, возможно рассечение сухожилий плюсны. Перелом стенки глазницы. Перелом нижней челюсти. Перелом скуловой дуги. Перелом глазницы и разрыв глазного яблока. Сотрясение. Перелом гортани. Джон Маклейн мертв. Огнестрельный перелом плеча. Возможен коллапс легкого. Вывих плеча. Множественные рассечения и инородные тела. Вероятно, выживание. Все правильно, Джон Маклейн. Игра окончена. Эпикриз пациента. Джону Маклейну необходимы 4 жизни для фильма «Крепкий орешек». По ошибке пригласили на рождественскую вечеринку. Кто ж знал? Сегодняшний пациент — Джон Маклейн. В предыдущих выпусках «Честной травмы» Джону Маклейну понадобится 4 жизни, чтобы пройти «Крепкий орешек». Как та же хрень может случиться с тем же парнем дважды? Перелом челюсти, ушиб плеча, разрыв боковой связки колена. Ожог рук 2-й и 3-й степени. Серьезных травм нет. Правильно сделал Маклейн. Задний билатеральный перелом ребер. Ожоги 2-й и 3-й степени. Переломы лицевых костей. Резаная рана плеча. Ушиб брюшной стенки. Переломы носовой и лицевых костей. Переломы ребер, позвонков плеча и лицевых костей. Поздравляем, Джон Маклейн! Вы выжили в «Крепком орешке 2». Черепное кровоизлияние. Джон Маклейн мертв. Обширная травма легких и внутренних органов вследствие взрыва. Джон Маклейн мертв. Серьезных травм нет. Правильно сделал Маклейн. Множественные травмы головы, позвоночника и внутренних органов. Джон Маклейн мертв. Обширные травмы внутренних органов и внутричерепное кровоизлияние. Джон Маклейн мертв. Перелом и вывих шейки плеча. Ожоги 2-й и 3-й степени с тяжелой травмой легких и внутренностей вследствие взрыва. Джон Маклейн мертв. Разрыв барабанных перепонок. Перелом шейки бедра. Перелом и вывих плеча, обширные поражения кожи травматического происхождения. Перелом гортани, обструкция дыхательных путей. Джон Маклейн мертв.
Перелом нижней челюсти, резаные раны, инородные тела. Резаные раны стеклом, инородные тела. Вывих плеча, ушибы и возможный перелом предплечья. Перелом глазницы с разрывом глазного яблока. Переломы пальцев. Джон Маклейн мертв. Ушибы брюшины с внутренним кровотечением. Переломы пятки, голени, таза, позвоночника и асфальтовая болезнь. Пулевой перелом плеча. Напряженный пневмоторакс и разрыв подключичной артерии. Джон Маклейн мертв. Переломы таза и бедренных костей. Переломы глазницы и черепа с внутренне-черепным кровоизлиянием. Джон Маклейн мертв. Множественные резаные раны и инородные тела. Падение с 15-го этажа, тяжелые травмы мозга, позвоночника, конечностей и внутренних органов. Джон Маклейн супер мертв. Ожоги второй и третьей степени с разрывом барабанных перепонок. Переломы руки, ребер и бедра с контузией легких. Резаные раны и инородные тела. Выживание гарантировано. Правильно сделал Маклейн. Игра окончена. Эпикриз пациента. Требуется 14 Джонов Маклейнов, чтобы пройти крепкие орешки с 1 по 5. Ты не тот парень, не в том месте и не в то время. И так всю мою жизнь. В новогодние праздники вспомните лучший рождественский фильм, когда-либо созданный. Да, даже лучше, чем эта прекрасная жизнь. Крепкий орешек. Скидывайте ботинки, не выбрасывайте елку, вас ждет сумасшедший экшен. Классные герои, великолепные злодеи, уморительные шутки, напряжение, любовь, удивительные трюки, яркие роли второго плана и крутейшие онлайнеры. Добро пожаловать на вечеринку! Что, думали, будет критика крепкого орешка? Да его майка в Смитсоновском музее висит, блин. Этот фильм совершенен. В эпоху, когда герои боевиков были похожи на стероидных супермонстров. Самым крутым оказался чувак из теледетектива, похожий на твоего папу, Джон Маклейн. Как делишки? Он коп из Нью-Йорка, которого занесло в Лос-Анджелес. Эй, с Рождеством! Ему даже не с кем поговорить, кроме себя. Приезжай в Лос-Анджелес, встретимся, будет весело. Маклейну предстоит сразиться с хорошо одетыми условно-европейскими террористами. При этом ни один из актеров не говорил по-немецки, но режиссер их все равно заставил. Стреляй по стеклу! Их возглавляет Ганс Грубер, один из лучших злодеев в истории кино. Дамы и господа, что еще круче, это его первая кинороль. Серьезно? Всем бы так начать, как Рикман. Но Маклейн не одинок. Есть Реджинальд Вилл Джонсон. После роли копа в «Охотниках за привидениями», но до роли копа в «Делах семейных», он был копом в «Крепком орешке». Да, он неправильно питается и не очень соображает. Я застрелил ребенка. Но ему нет равных в деле моральной поддержки. Главное, не подставляйся, ты прорвешься, слышишь? Он там один, он устал, и он пока что ни хрена от вас помощи не видел. Слушай. Я тебя люблю. Окунитесь в пьянящий, манящий адреналиновый мир 80-х. Там есть курение в помещениях. Куришь? Оружие в ручной кладе. Японские бизнесмены. Перл-Харбор не сработал, поэтому мы придумали плееры. Кокаин. Алкоголь при беременности. Но один глоточек-то ребенку не повредит. Твоему ребенку уже барменом работать. Насмешки над тачскринами. Милая игрушка. Крутейшие лимузины. И снова кокаин. Вау! 80-й forever! Обувайтесь, вас ждет целый фильм про ноги! Сжимаешь пальцы ног в кулаки.
Пальцы ног в кулаки. Это либо мечта фуд-фетишиста, либо его худший кошмар. Или мечта другого, особенного фуд-фетишиста типа Тарантино. Это его уровень. Ради бога, каждому свое. Итак, пересмотрите шедевр, породивший бесчисленных клонов типа... Крепкий орешек в автобусе, крепкий орешек в туннеле, крепкий орешек в горах, крепкий орешек в Белом доме, крепкий орешек в Белом доме 2, крепкий орешек в ТЦ, крепкий орешек на корабле, крепкий орешек на военном корабле, крепкий орешек на катке, крепкий орешек в самолете, крепкий орешек в самолете 2, крепкий орешек в президентском самолете, крепкий орешек в самолете со змеями. И крепкий орешек, но отстой. На нем было 2 года оплачено. В ролях. Брюс, когда ему было не насрать. Ганс Грубер. Восковой Дольф Лундгрен. Карл оф Дьюти. Кокаин, лютый наркотик. Образ власти 80-х. У этого человека нет члена. Печатает, как твоя бабушка. И Убер черный. А чё, у них лимузины есть. Это не расизм. Крепкий орешек в небоскребе. То есть европейцам кажется, что американцы разговаривают вот так.